Геннадий Калинюк: 75% выпускников художественных вузов не умеют творить. Даже с натуры толком не напишут. Как ни рассуждай, нужен талант. Я с вами согласен. И, наверное, штука в том, что студенты, которые вообще поступили, мы такие гордые были, особым образом ходят по институту, ощущение избранности. А возникает ощущение, что ты художник, пока учишься, уже состоявшийся, что ты все можешь, что работа над картиной, такое преодоление материала, поиски — это абсолютно нормально, но наслаждения это нет, это какое-то вот жуткая скованность, постоянная неудовлетворенность. Ну это ж ненормально. Ну как может быть повар, который, я не знаю, сделал блюдо, быть неудовлетворен? Если мне нравится еда, я всегда прошу передать через официанта повару особую благодарность, что это было сделано волшебно, вкусно. Часто разыскиваю его, прям в лицо ему это говорю, ему же приятно. Это же для него творчество, не просто так вот он сделал, отдал и там корм. Мне кажется, это большая ошибка вообще думать, что художник всегда не удовлетворен. Это неправда, это что-то не так. Если он не удовлетворен, зачем это вообще показывать? Кому нужна твоя неудовлетворенность, запечатленная где-то в холсте, да еще кто-то должен это купить и наслаждаться чем? Неудовлетворенностью. Не нравится — не показывай, доводи этого до того состояния, пока ты будешь удовлетворен. Понятно, что художник растет, но все равно даже ранние работы, я не знаю, Коровина, Серова, они хороши. Или Фешина, посмотрите ранние работы. Там, где он копировал Гольбейна. Талант — это какая-то вот такая кроха, в которую ты вкладываешь, просто как дети. Вот они все умеют рисовать, в принципе, одинаково. Один ребенок понимает, что он хочет стать художником, мощным художником. Он просто начинает этот талант развивать, работать. Он вкладывает энергию в каждую свою работу, в каждый рисунок. Он хочет, чтобы он был совершенен. И поэтому-то не так важно, что там изображено. Все эти темы понятны. А как? Трудолюбие. Вот основа таланта. 5 часов Рахманинов ежедневно упражнялся. 5 часов. Наутика. Как вы относитесь к тому, что коллеги по кисти вламываются на страницу человека и сходу начинают критиковать работы? Причем делают это не в личку, а в публичные комменты. И еще говорят: я ж не со зла, я ради блага. Этично ли это? Мне кажется, нет. Это к вопросу, кого слушать, а кого нет. Ну, представляю, что какой-нибудь певец, например, собрались люди в концерте, он спел, и из зала начались комменты. Не пел давно и спел, ну вот это, да, ему говорить правду. К микрофону подходили, вот там выстроились очередь, 2 очереди в промежуточных рядах, между рядами вот, дорожки. И каждый говорил вот это вот, какое личное впечатление. Было бы интересно. А певец каждого бы выслушивал, благодарил. Вот нет же такого вот. Это, кстати, какой-то семинар такие вот психологические ведутся. Например, сажают человека в круг, все вокруг, если там 100 человек, начинают говорить, какой он паразит, что он когда-то там руку не подал. Я тогда таком был, и парень сидел, он весь был пунцовый, он думал, что к нему так хорошо все относятся, а его там просто разломили на части. Но это хорошая штука, наутика, такая закалка. Потом ты перестаешь реагировать, и довольно-таки ты просто понимаешь, что ты на ладонях у Господа все время. А кто тебе говорит что-то, это его посланники, включая какие-то гадости говорят. Ты просто думаешь, что ничего не бывает случайным. Каждый встреченный человек — это Будда, да? И все, что не происходит, это акт творения. Это разговор начальства с нами. И если мы заслужили такой разговор, что прилетает, то значит заслужили. А как ему с нами разговаривать? У него нет
рук, кроме наших, разговора, кроме тех, кто с нами говорит. Тишина же вокруг. Вот такой диалог и получается. Не понимаешь намека, будет тебе, значит, очередь. Не, ну был у нас тут один в палате, он просачивался через все щели и писал такие вещи, что его YouTube не пропускал просто. И мне там, ну я не могу даже это произнести в эфире. В итоге я его банил, наверное, раз в 8. Ну, вроде бы больше нет. Критика тонкое дело, конечно. И нужно высказываться, я убежден в этом, тогда, когда тебя просят. Если тебя не просят, говорить ничего не надо. Каждый взрослый человек и понимает, как ему развиваться, что сейчас делать, куда его тянет, зачем. Если он не нуждается в каких-то оценках, зачем говорить? Если он нуждается, он подойдет и скажет: скажи мне только честно, что ты об этом думаешь. И то в этом случае ты еще подумаешь, что говорить, потому что один мудрый человек сказал, что в руку ученика мастер может дать столько листьев, сколько тот может взять. Уильям Уоллес, как получать оплату из-за границы. Я сделал киргизскую карту в Киргизии. Сейчас просто наберите на Яндексе или где-то, задайте подобный вопрос, вам вылетит куча вариантов. Нужно обратиться в банк страны, которая еще не прекратила какие-то связи с Россией. Наутика, а как вы относитесь к такому понятию, как горе на продажу? То есть, когда художник свое темное нутро выплескивает в работу. Допустим, пишет пейзажи, а внутри какие-то монстры и прочее. И кто-то говорит: раскрой себя, покажи миру, воплоти свои страхи и тому подобное. И вот сейчас идут тяжелые дни в нашей мировой истории. Кто-то захочет об этом нарисовать, это будет больно, это хлестко. Ну где грань тогда между творчеством и горем на продажу? Стоит ли художнику в принципе выносить на холст свои темные стороны, или надо трансформировать как-то? Да никогда это тогда не закончится, если ты будешь все, чем болеешь, вирус, например, внутри сидит, ты начинаешь кашлять. Ну, все заразятся тогда в доме, близкие. На улицу пойдешь кашлять, значит, ты на улице заразишь всех. Расскажи миру свои страхи. Зачем? Говорят, что мужская и женская половина, раньше были такие замки, мужская и женская половина. Вообще для чего они сделаны, как вы думаете? Мне кажется, один из главных, может быть, как мне представляется, я могу не знать всех деталей, но все-таки главных мотивов, почему это существовало, в том, что, например, у одной половины, ну, у мужчины, например, вот горе, вот он страдает, болеет, психологически болеет. Ну, заперся он в своей половине замка. И он может выйти, показать себя тогда, когда он приведет себя в порядок. Зачем? То есть он покажет себя женщине, например, только хорошее состояние. Зачем ему показывать гадость какую-то? Ну, это же перетечет и в нее, и вот они будут друг друга все время вот такими. Толкать друг друга будут по жизни все время. Спорить, кто из них круче, главней. Этот пример говорит о том, что в рамках вообще сожительства квартиры, я не знаю, лестничной клетки, города, мира, лучшая модель, когда ты настроен, твой рояль настроен, не фальшивит ни одна клавиша. О, нужно его настроить. И нельзя этот инструмент выкатывать, когда он расстроен. На нем невозможно будет сыграть музыку. Она будет кривая, ее невозможно будет слушать. Если вы хотите слушать музыку, инструменты, все люди на Земле должны быть настроены. Кто-то не настроит этот инструмент. Это моя задача его настроить, каждого из нас. И я не смогу путем показывания своей картины настроить, значит, струны подтянуть жене, другу, зрителям. Не выйдет ничего. Это их задача — подойти к картине, впечатлиться или нет, или пройти мимо. А ты, художник,
вообще наблюдай, что ты показываешь, какую ты хочешь музыку сыграть народу. Конечно, это может быть симфония Шостаковича, конечно. Но самое главное, как мне представляется, Володя Яковлев так хорошо сказал, что, вспоминая одного мудреца, что зло не должно пройти дальше меня. Иначе оно будет дуплицироваться, я на зло отвечу злом, и это будет бесконечно, оно никогда не остановится. Пришло зло, вот на этом, вот здесь оно умерло, дальше меня оно не проходит, через меня оно не выходит, потом из меня не выходит, на мне заканчивается. Я недавно был в Гурзуфе, там 10 дней назад, и записал там несколько уроков, один из них, на него предлагаю обратить внимание. Это такая, называется улочка, освещенная солнцем. Это Чеховка. Место очень люблю. С белыми такими домиками, с кипарисом, зеленью. И вот просто свет падает, тень от кипариса и от смоковницы на дорожке, на улочке, на домике. Свет на дорожке, на домике. Вот свет по-разному освещает все формы, которые мы видим. Я показываю, как стремительно можно написать ощущения. Вот 25 минут длится урок. Я думаю, что это может помочь тем, кто смотрит мои уроки, тем, кто учится таким способом в моей онлайн-школе, помочь мыслить широкими массами, несмотря на хаос, который выходит, который заложен в эту работу. Она стремительная, поэтому она написана именно так. Она написана очень энергично. И эта энергия, вот этой стремительности, вот уходящего момента, вот ты пишешь момент. Вот он отражен. Именно он важнее всего. Красота момента вот в этой работе. Ну, как и в каждой, конечно. Но есть работы, которые пишутся долго, очень долго, коротко. И каждую из них мы по-разному воспринимаем. Вот эта работа очень быстрая. И, может быть, это вам поможет писать энергично и быстро, раскладывая все на составные. Конечно, все видно, видна палитра, замесы, виден мотив. Я объясняю каждое движение кисти, что происходит, так что очень рекомендую вот такой урок.